Всем здравствуйте! Меня зовут Татьяна, и я рада приветствовать всех, кто заглянул сегодня ко мне в гости. Те, кто следит за мной постоянно, вы помните, что в мае я начинала вязать платье. Я участвовала в совместной закупке итальянской бобинной пряжи и приобрела, две бобинки итальянского бобинного хлопка Пиума. Этот хлопок известен своим качеством, у него очень высокое качество, так как используется длинноволокнистый хлопок здесь. Ниточка очень тонкая ниточка, вот если, да, как волосиночка. 1666 метров в 100 граммах. Я приобрела цвет желтый. Очень редко можно найти такой желтый цвет. Вот именно такой желтый цвет или чуть побледнее мне очень-очень нравится. Но в палитре вообще любой пряжи такой цвет, он достаточно редок. И, конечно же, увидев эту бобинку, я быстренько решила купить. А второй цвет, он такой интересный. Очень часто, если, например, у пехорки такой цвет называется брусника, то есть это розовый, например, коралловый, красный смешали, вот что-то такое. Ну, интересный цвет. Из него пока я еще ничего не вязала. И когда пришел мне этот хлопок, я сразу знала, что у меня из желтого цвета будет платье, летнее платье. Когда я начинала вязать, единственное, что я знала на 100%, что это будет платье с завышенной талией. Ну, очень мне хотелось платье с завышенной талией. Так как на улице потеплело, я стала часто видеть девушек, женщин в платьях с ярусными юбками. Очень мне нравится подобная модель, и я решила перенести, опять же, да, модель, которая сшита, перенести на вязаную модель и попробовать связать себе платье с завышенной талией и с ярусной юбкой. У меня сочетание здесь, опять же, комбинированная техника. Я сочетала крючок, вязание крючком, и вязание спицами. Кокетка, верхняя часть платья выполнена крючком, нижняя часть платья выполнена спицами. Здесь просто как бы идет, да, определенный ритм прибавок, чтобы получить эти ярусы. И, соответственно, для крючка и для спиц пряжу я сматывала по-разному. Для крючка я использовала пряжу в 3 сложения, а для спиц пряжу в 5 сложений. И давайте сейчас я поставлю вам ряд фотографий и видео, как это платье смотрится на мне. Вы увидели, как это изделие смотрится на мне. На данное платье у меня подготовлено платное описание. Стоимость описания 500 рублей. По всем вопросам пишите на электронную почту, ссылка в описании к видео. Значит, в описании входят схемы для вязания крючком, технический рисунок, описание всей работы и видеоурок, как я вязала вот эту кокетку и переходила на вязание спицами. Стали появляться такие комментаторы, которые пишут: как же, Татьяна, вы можете так делать? Как же, Татьяна, вы можете составлять платные описания? Отвечаю: среди большого количества бесплатных мастер-классов на моем канале, которые были, есть и будут появляться также и платные описания. Такова сегодняшняя жизнь. Вы ходите в магазин, пользуетесь услугами парикмахера, маникюрщицы, либо какими-то другими, и никто не выполняет свою работу бесплатно.
Если вы считаете, что составить описание это так просто, и оно не требует каких-либо усилий и времени, ну, пожалуйста, делайте. Никто же вам не запрещает это делать. Писать мне подобные комментарии просто не рекомендую. Это неуместно и некорректно по отношению к автору. И благодарю всех тех, кто понимает нынешнюю ситуацию. Большое вам спасибо и низкий поклон. Еще что хочу сказать про это платье. Данная модель платья универсальна и подходит абсолютно для любой фигуры. Опять же, это из наблюдений, которые я вижу. То есть сейчас девушки разных форм надевают вот эти вот ярусные сарафаны, юбки или платья и смотрятся очень замечательно. То есть это не увеличивает фигуру. Мне это как раз модель этим и понравилась. Подобную модель также можно трансформировать, связать сарафан, тунику или кофточку подобным, используя подобную модель, и будет смотреться очень и очень замечательно. Если кому-то кажется, что вот эта ажурная кокетка очень ажурная, то вы видели на видео, на фотографиях, надевала я на белье телесного цвета, и все прекрасно смотрится, то есть замечательно, ничего оно не требует еще дополнительно. Когда я и задумывала вязать это платье, я хотела, чтобы платье можно было надевать именно без каких-либо подкладов. Значит, вес этого платья 360 граммов. 363 или 362, что-то такое. То есть совсем немного. Надевала я это платье, когда у нас была температура плюс 27. И хочу вам сказать, что чувствовала я себя в нем достаточно комфортно. То есть я не ужарела и не вспотела. Хлопок очень мягкий, очень приятный, очень комфортный к телу. Я поняла теперь все прелести хлопка Пиума и почему все так о нем восторженно говорят. Наверное, даже я в Дзене напишу статью по этому поводу, об этом хлопке. Сегодня у меня небольшое видео. Возможно, кто-то просто вдохновится. Ведь так много мне пишут комментариев, что действительно вдохновляются моими работами. Мне очень это приятно. Большое вам спасибо всем, кто пишет добрые слова и комментарии. Это обратная связь мотивирует на создание чего-то нового и интересного. Кто-то вдохновится, кто-то возьмет за идею, кто-то придумает что-то свое, ведь это вязание, это творчество. И, как говорят, я художник, я так вижу. Желаю всем вам хорошего настроения, хорошей погоды, новых творческих идей и воплощения их в жизнь. Ну а я с вами прощаюсь, надеюсь, совсем ненадолго. До новых встреч. Пока-пока.